Я всех вас приветствую. Дорогие друзья, наверняка каждому из вас знакомо слово «намаз». Наверняка вы слышали и знаете примерное значение этого слова. Молитва сразу приходит в голову. Да, на Востоке, в исламских странах это молитва, уже молитва. А на самом деле это пришло с язычества. И это искаженное название слова «намаха», что в переводе означает «приветствие». В древние времена приветствовали богов, мироздание, солнце. В некоторых культурах солнце считалось богом, или считалось, что Бог выходит к людям в обличии солнца, поэтому солнце уважали, боялись и приветствовали солнце каждое утро. Намаха творили 3 раза в день, извиняюсь. Ранним утром, в обед и вечером, и вечерние приветствия. Люди опускались на колени, поднимали руки, опускали голову, не решаясь смотреть на богов. И из рук творили чашу. Вот таким вот образом. Оттуда получали энергию в ладони, и этими ладонями себя осеняли. И поскольку они приветствовали все стороны света, они поворачивали голову влево, вправо, вверх, вниз. И эта традиция осталась. Эта традиция осталась в исламе. Хотя понятие намаха было издревле, как я уже говорила. Пророки, посланники, сподвижники, они были всегда. Один из самых известных пророков в истории человечества – Заратуштра, или Зарадашт, как его называли на Востоке. И те, кто верил в богов, вы видите, что происходит. Было тихое утро. Те, кто верил в богов, всегда говорили, что верят, что Ахура Мазда – верховный бог, и Заратуштра – пророк его. Ничего не напоминает? «Нет ничего нового под солнцем», — сказал Соломон. «Все старо, как мир». Все, что сейчас происходит, когда-то уже было. Вот, собственно, так. Я хочу научить вас сделать утреннее намаха, утреннее приветствие. Как-нибудь и подарю вечерние приветствия, но пока привыкайте к утреннему. Каждое утро человек приветствовал мироздание. Приветствовал добрые силы и злые силы, демонов, богов, духов. И тем самым был счастлив, потому что жил в гармонии с ними. Когда человек стал игнорировать одну сторону, когда пришли в мир религии, которые научились, что нужно гнать духов и силы из своего дома, из своей жизни, нужно начитывать всякие молитвы, освещать и прочее. И человек стал изгонять домовых, изгонять дворовых, изгонять лесных духов. Он стал глумиться над ними, он стал изображать их страшными, он стал начитывать от них всякие заклинания, он их разозлил, обидел. А эти духи были даны мирозданием и богами человеку для защиты его дома, для защиты его имущества, для защиты его жизни. Ушел домовой из дома, в доме начались неприятности, бедность пришла, потому что был дух дома, который изгонял злые духи, который был стражником, который стучал, если была какая-то опасность, который пугал воров, который
рисковали, да, заходить в дом к человеку. Изгнал человек домового. В жизни наступила неурядица, в семье начались проблемы. Питомцы начали умирать в доме, потому что никто уже не оберегал их. Потому что никто уже о них не заботился и не помогал человеку по хозяйству, по дому. Изгнал человек дворовых духов, прилепил какие-то молитвы к воротам. Ушли дворовые духи, перестали помогать ему, начал его скот помирать. В доме началась разруха, во дворе начались скандалы, ссоры и так далее, и так далее. Человек перестал жить в гармонии с духами мироздания. И поэтому человек стал глупее, человек стал терять свой разум, бдительность. И мы пришли к такому веку. К веку войн, ненависти, к веку пустых людей, духовно опустошенных людей. Вот почему. Потому что с мирозданием нужно жить в гармонии. Мы не имеем права никого изгонять. Не мы их призывали. Мы родились, и они были уже на этой земле и живут, и будут жить после нас. И поэтому я хочу вас вернуть к корням, к настоящим корням, к настоящим верованиям, к правильным отношениям, к мирозданию, к себе, к людям, к судьбе, к духам, к силам, которые рядом, потусторонним силам. Приветствие. Каждое утро, приветствуя мироздание, все силы мироздания, вы привлекайте их на свою сторону. И добрые силы, и злые силы, которые вам будут не мешать, а помогать в этой жизни. Потому что вы выказываете им свое уважение. Вы замечаете их, а они замечают вас. Итак, каждое утро, когда вы встали, даже если вы встали в обед, не страшно, постарайтесь произнести эти слова. И со временем вы заметите, как изменится ваше отношение к миру, как изменится отношение мира к вам. Потому что люди, как были алчные, жестокие, лживые, так они и остались. Человек не меняется. Но точно так же, как были люди добрые, сердечные, достойные, так они и остались. Человечество не меняется, просто меняет коней на машины, а суть свою не меняет никогда. И мы должны в этом мире жить. Если кто-то губит животных, издевается над ними, кто-то их спасает, пристраивает. Если кто-то затевает войны, кто-то прекращает эти войны и помогает людям найти себя после этих войн. Если кто-то калечит людей, кто-то этих людей лечит, ставит на ноги. Добро и зло, старо как мир, было, есть и будет. Итак, утреннее приветствие, утреннее намаха. О создание богов, приветствую вас. И говорю вам, намаха. Леса и горы, моря и реки, приветствие вам и намаха. О дети богов, птицы и звери, и ползучее братство, приветствие вам и намаха. Я приветствую тебя, великое солнце, светило мироздания. Освещай ярко мою дорогу, очищай и сожги все препятствия с моего пути. Намаха тебе, мироздание, намаха вам духи и силы, стражники и демоны, намаха тебе добро и зло. Намаха. Да будем мы существовать мирно между собою. Да будет так истинно. Приветствуйте. Покажите мирозданию свое уважение. Не только просите у богов, не только молите у них, не только получайте, но и отдавайте. Отдавайте свое уважение, свою благодарность. И очень часто благодарность и уважение, и выказывание этого уважения дает больше результатов в жизни, чем просить у них помощи. Потому что мы привыкли
Мы люди, а люди привыкли просить и получать. Но отдавать они не спешат. Или не научены, не знают, что это тоже нужно делать. Начните жить правильно, в гармонии с мирозданием. И помните, мы здесь гости. Как мы себя поведем в этом мире, так нас там и встретят. И обратного хода, обратной дороги нам сюда не будет, чтобы исправить свои ошибки. Начните их исправлять сейчас. Начните своим любимым, близким говорить, что вы их любите, что они вам дороги. Завтра такой возможности может не быть. Не мы управляем своей жизнью, но мы имеем возможность менять эту жизнь. Федор Достоевский сказал, судьба не каждому дала возможность быть великим, но каждому дала возможность не быть ничтожеством. Вот это запомните. Всем удачи!